Всем привет! Сегодня буду чинить Toyota Harrier, судя по ремням 98 года. В общем, начну с этого переднего крыла. Здесь вот такие вот зарубочки по канту. Здесь попробую достать, что-то подправить. Краски нету, что-то подмазали. В общем, что тут? Подкрылок надо будет отодвинуть, освободить. Здесь под отвертку, что ли, винтик. Здесь вот тоже. В общем, откручу их. Откручу. Брызговик в сторону отодвину. Подкрыльник, подкрылок. И все, и буду, лампу поставлю. И буду потихонечку выправлять. Так, посмотрим, как под лампой эти дефекты выглядят. Хотел сначала коброй попробовать выправлять, но как-то она остро, наверное, работать сильно будет. В общем, вот такой крючок я взял себе. Вот такой. Вот им, в принципе, вроде бы хорошо. В общем, сейчас начну вот с этой вмятины. С этой. То есть буду ребро ставить. Ребро поставлю, потом вот сюда, к нижнему канту буду опускаться. Косяк. Краска лопнула. Вот трещина. И вот трещина. Феном подогрел, один хрен лопнула. Да. Что делать, скажете? Вот здесь ремонтировать продолжу и все. Что теперь? По всей видимости, время и погодные условия не очень желательно сказывались на лакокрасочном покрытии этого автомобиля. Но здесь ничего не лопнуло. Здесь все целенькое осталось. Фиг знает. Скажете, что я так отношусь равнодушно? Да потому что на новых машинах ремонтируешь, повреждения гораздо меньше, и бывает трещины идут. Не всегда понятно, от чего это зависит. Взять, допустим, Honda Chevrolet Cruze. Так там вообще новая тачка, на ней куда ни прикоснись, все начинает лопаться. Вот как-то так. Сейчас хочу попробовать, может, вот здесь получится мне достать. Я лампу как бы поставил немножко по-другому, чтобы мне видно было этот дефект. В общем, здесь все исцарапано, но это тут уже однозначно, тут не полируется. Тут очень глубокие царапины. Прямо очень глубокие. В общем, сейчас попробую здесь вот подтянуть. И буду... Тут еще местами надо ремонт производить по всей машине. Сменил насадку. Вот такая стальная. Острая, с закругленным кончиком. Вот ей, в принципе, туда можно достать. Так, все. С передним крылом. Ну, видите, здесь трындец, какие царапины глубокие. Ну, эту трещинку ее, я не знаю, можно сделать типа это царапина. Здесь краску аккуратно сколоть. Она будет похожа на эти царапины. Но я думаю, что нифига тут делать не надо. Здесь как бы все ребро на месте. Брызговик я поставил. В общем так, сейчас буду делать заднее крыло. Здесь вот такая вот ямка. Фен я уже приготовил. Блиныч. Здесь вот нельзя, чтобы ничего лопалось. С передним крылом там понятно, там не особо как-то это повлияло на общий вид. А вот с этим крылом тут надо аккуратно. Аккуратненько сработать. Так, как показать-то? В общем, тут такая остренькая полоска. И немножко извилистая. Фонарь снял. Фонарь снимается легко.
два винта, либо крестовая отвертка, либо головка на 10. Здесь стоит заводская заглушка. Ее вынимаем, и у нас доступ туда. Работать буду вот таким крючком. Ну, надеюсь, с ним справлюсь. И там, по всей видимости, здесь вот крючок бензобака, тут, по всей видимости, тросик. И вот крючок, он... Я вот так попробовал, хватит мне рычага этому крючку, там, то есть все, смогу им работать. И, в общем, этот крючок, он вот там цепляется. В общем, за провода, может, там еще внутри что-то стоит. Я не знаю, тут есть вторая печка, нету, может, тут еще какая-нибудь еще приблуда стоит. В общем, не знаю, не шарю. В общем, вот так вот. В общем, что, тут на любителя выбираем либо сверху, либо снизу. Начинаем либо снизу вверх, либо сверху вниз. Кому как удобно, в общем. Вот такая полоса после крючка с зеленой ручкой остается. То есть детально дорабатывать им неудобно, рычага маловато. Я взял вот такой. Вот такой. Вот такой. Он по диаметру здесь хорошо проходит. И как бы можно тоненько им работать. Остренько. Им проработаю, стальным керном мелкие наколы подработаю. Вот уже 2 раза феном нагревал. Переживаю, чтобы не лопнуло. Так, теперь после остренького крючочка вот такая плавная вмятина осталась. Вот теперь беру крючок с зеленой ручкой и им подрабатываю. И итог всего приключения. Немножко наследил стальным керном, но это полировкой. Любой полировкой элементарно все убирается. Тут просто эффект был такой, когда поднимаешь, края выгибала. Вот как, когда приору я ремонтировал, я там об этом рассказывал. Ну, по крайней мере, старался рассказать, не знаю, насколько удачно у меня все это получилось. Всем привет! Lexus сегодня в работе того же владельца машины, что и белый Lexus, который постарее годом. Здесь получается на заднем крыле вот такая вмятинка. В общем, хотел снять фару и, соответственно, с этого ракурса ее чинить. Пока ее снимал, посмотрел, здесь есть вот такая вот фигня. Сейчас фонарик включу, что-то не подготовился. Вот видим, это обшивка в багажнике, а здесь вот у нас как раз таки видно крыло, и здесь вот заводское отверстие. Вот так, как показать? Вот оно. Я, в общем, взял вот такой крючок с зеленой ручкой. Такой длинный. В общем, он, в принципе, достает эту ямку. И я думаю, надо пробовать таким образом чинить и пока фару не снимать. А я тут, в принципе, уже отцепил провод, который внутри там в штекер вставляется. Вот там вот. Вон оно. Тут еще, кстати, камера подцеплена, поэтому это было с моей стороны бесполезная трата времени. Вот, в общем, сейчас буду через эту дырдочку, отверстие заводское чинить эту ямку. Здесь, в принципе, что-то тут, в принципе, все нормально, надо аккуратно сработать. Вот эти царапины, они, по идее, не должны ничему помешать. Вот. В общем, как-то так. Так, вот так вот. Чуть-чуть передавил. Передавил я специально.
Теперь надо вручную чуть подполировать какие-то мелкие там царапки, которые можно полирнуть. После этого возьму стальной керн и все распрямлю, осажу так, как мне это надо. И уже после этого чуток доработаю крючком. И должно быть все норм. Короче, подполировываю и осаживаю. Что скажете? Насколько хорошо получилось? Вот эти два скольчика осталось. А в остальном вроде бы все нормально. С лампу уберу. Вот так вот. Вот две точки, это получается вот царапки эти. Еще нормально. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи.